Здравствуйте, уважаемые рукодельницы, гости моего канала. В данном видеоуроке покажу красивую обвязку, которая подойдет не только для вязания салфетки, которую можно делать, обвязывать ковер по прямой, обвязывать какой-то квадрат, все что угодно. Итак, идеальный круг у меня уже связан. Как вязать такой идеальный круг, у меня есть видеоурок подробный, где я показываю 3 варианта перехода на новый ряд. Причем, провязывая все 3 варианта, у нас круг получается идеальным. То есть здесь не видно линии перехода на новый ряд. Ссылку оставлю в описании под данным роликом. В работе использую шнур карамель Baby 2 мм. И вязать будем крючком номер 3. Итак, приступаем. Итак, делаем первую петлю. Берем нашу салфетку и заходим спереди под косичку. Заходим именно спереди. В любом месте вытянули петлю и провязали 2 петли вместе. Здесь очень важно понять, как в самом начале вязать, а далее все будет по одному принципу. Так, заходим вот на изнанку, смотрим и заводим крючок вот под эту вот петлю. 2 петли на крючке, мы через них протягиваем нашу нить. Протянули. Старайтесь так, чтобы петельки у вас все были одинаковыми. Далее идем под вот эту перемычку спереди и заходим опять под косичку спереди, то есть двигаемся вперед. Вытянули петлю, протянули через 2. Все сделали в начале, а далее у нас все идет по одному принципу. То есть мы опять поворачиваемся в эту сторону, заходим под эту петлю и просто протягиваем через них нить. Далее у нас снова сразу же, вот смотрите, у нас 2 петельки здесь. Вот одна, вот вторая. Сразу под первую заводим наш крючок, идем под косичку и протягиваем через них нить. Опять в эту сторону. Вот эта перемычка первая нам нужна. Просто протянули нить. Опять идем в другую сторону под первую же перемычку. Вот их здесь 2, а мы идем под первую, которая ближе. Опять заходим под косичку и протягиваем. Снова разворачиваемся. Первая перемычка. Здесь мы просто протягиваем шнур, а когда идем уже на лицевую сторону, первая перемычка, мы заходим под косичку, и тогда шнур протягиваем через 2. И как вы заметили, у нас получается вот такой вот интересный колосок. Довольно-таки интересно. Можно просто обвязать любой идеальный круг. У вас будет красивая салфетка. Можно обвязать прямоугольный ковер. Итак, идем под перемычку и протягиваем 2 петли вместе, да. И смотрите, я 1, 2, 3, 4, 5, то есть провязала уже свои петли под 5-ю косичку. Так как это у меня идеальный круг, мне здесь необходимо будет делать прибавки. Если вы делаете обвязку просто по прямой, никаких прибавок делать не надо. А здесь вот последний ряд у меня был сделан. Смотрите, 1, 2, 3, прибавка, 1, 2, 3, прибавка. То есть расстояние между прибавками было 3 столбика. И обвязку я сделаю, что у меня расстояние между прибавками будет 4 столбика. Вот у меня 1, 2, 3, 4. То есть сейчас в 5-й я обвязку свою делаю, вот иду под перемычку и иду не под следующую косичку, а сюда же, куда уже заходила в предыдущем, под эту же косичку, под которую я уже обвязывала. Все. То есть буду делать прибавки, чтобы моя обвязка идеально ложилась через каждые 4 петли. Вот видите, здесь видно, что у меня прибавка. Идем далее. Протянули. Разворачиваемся. Под следующую косичку теперь я провязываю. Разворачиваю наизнанку. Здесь просто протягиваю шнур.
2, то есть я считаю, вот здесь у меня была прибавка, 2 столбика без прибавки. Но это в том случае, если вы вяжете салфетку, да, если вы вяжете по кругу. 3. Так, 4. В следующую, значит, я буду провязывать уже 2 столбика. 1 сюда провязали, провязываем с изнаночной стороны и еще раз сюда провяжу. Все, то есть я в каждую 5-ю петлю буду делать прибавку, просто чтобы у меня эта косичка не стягивала мое полотно. Это только при вязании по кругу. Смотрите, какой получается красивый колосок. Итак, обвязываю всю салфетку. Итак, когда вы обвязали всю вашу салфетку, смотрите, я уже нить свою обрезала, с запасом немного обрезала. Вот мы под последнюю косичку провязали спереди, провязываем еще с изнанки и еще захожу и провязываю туда, куда у меня провязана была первая петля. Смотрите, провязываю и тогда только вытягиваю нить. Вытянула, чтобы, ну вот начало косички, чтобы наша косичка прям вот находила на нее, да, и вот где мой первый узелок, с изнанки захожу и просто ниточку вот таким вот образом вытягиваю, именно вот верхушка, чтобы коса нашла на косу. И с изнанки вот эту петельку я вытягиваю вот таким вот образом. Все. Вот как бы стянула, вот место соединения. Далее салфеточку необходимо отпарить в любом случае, потому что косичка, ну, чтобы она идеально лежала. Смотрите, какая у меня получилась салфетка, какая получилась красивая, интересная обвязка, колосок. Вот вам изнаночная сторона, смотрите. Вот лицо. Подойдет, как по мне, и для одежды, для салфеток, для ковров, по прямой, по кругу и так далее. Если я была вам полезна, от вас, пожалуйста, лайки. Всем пока-пока.